Самое время начинать. Второй турнирный день начнется сразу с полуфинала спортивных пар. 6 лучших пар вступают в борьбу прямо сейчас. Напомним, что в этом полуфинале участники должны исполнить один подкрут, один любой каскад или комбинацию и выброс. Поддержите их на трибунах и у экранов. И встречаем первую группу фигуристов. Уважаемые дамы и господа, встречайте спортсменов, участвующих в первой разминке. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Александра Пайкова, Дмитрий Козловский. На лед еще приглашается Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Разрешена трехминутная разминка. Итак, чемпионат России по прыжкам 2026 года продолжается. На льду спортивные пары. А на комментаторской позиции пара комментаторов Василий Соловьев и Максим Траньков. Привет. Привет, Василий. Здравствуйте, дорогие любители парного катания и фигурного катания в целом. Впервые буду комментировать чемпионат России по прыжкам, и в этой роли мне даже немножко волнительно. Это невероятное событие, потому что все происходит невероятно быстро, очень наглядно, очень технично, очень опасно в том числе, потому что это все-таки элементы ультра-си, которые мы увидим и в парах в том числе. Ну и, конечно же, все это подкреплено мощнейшей интригой, кто будет лучше, какая школа, какие пары. Вот на ваших экранах школа пермская, которая здесь, безусловно, превалирует в парном катании. Такое количество спортсменов из Перми здесь, на этом турнире. Это Чекмарева, Янченков и Осокина, Грицаенко, кстати, победитель этого турнира 24 года, и Артемьев, Брюханов. Ну и, конечно же, они соревнуются со школой Москвиной, со школой Тихонова, можно сказать. Тихонов представляет наши надежды. Это стадион, на котором, собственно, проходят эти соревнования. Наши надежды — это Навка-арена. Ну и Станислав Морозов здесь представляет школу Этери Тутберидзе. Как скажешь, Максим, что самое главное в этих соревнованиях среди пар? Ну, самое главное, как показали уже предыдущие чемпионаты России, это вовсе не статусность. Потому что побеждали и Осокина, Грицаенко, например, из Перми. Опять же, возвращаясь к пермской школе парного катания, они нарушают вот эту устоявшуюся традицию, что главное не количество, а главное качество. Потому что у них все пары очень качественно готовы. И уже есть чемпионы России, повторюсь, в этой тренерской группе по прыжкам. Поэтому очень интересно будет наблюдать. Здесь больше такая борьба нервов, борьба не самых интенсивных соревнований, потому что нужно где-то за бортиком подождать, потом выйти и сразу практически выполнить элемент. И наши вот такие лидеры парного катания последних лет — это и Байкова-Козловский, которых мы совсем скоро увидим, и Мишиных Галямов, которых мы увидим в следующей разминке. Они как раз на чемпионатах России не так-то здорово и выступали в последнее время, потому что для них привычнее выходить и кататься под музыку, а не делать отдельные элементы. Поэтому интрига в парном катании всегда есть.
есть каждый прыжковый чемпионат. В прошлом году очень тяжело далась победа Мишиной Галямову. Там зал прямо негодовал по поводу оценок Насти Бухартовой и Димы Евгеньева, которые, по мнению зрителей, должны были обходить наших признанных чемпионов. Поэтому очень интересно будет понаблюдать и за зрительскими эмоциями в том числе. Зал сегодня заряженный. Во-первых, он переполнен зрителями. Нет негде яблоку упасть. И еще у всех зрителей есть такие специальные карточки, которыми они могут голосовать и создавать дополнительное настроение, поддерживать своих кумиров. И у нас Чекмарева и Янченков уже на льду и выполняют первые элементы. Это каскад из тройного сальхова и двойного акселя. В полуфинале пары выполняют один подкрут, один каскад или комбинацию и один выброс. Причем каскад или комбинации должны быть не более 2 прыжков в полуфинале. Ну, это тройная подкрутка. Один из коронных элементов этой пары, очень высокий этот у них элемент, но он только 3-го уровня в связи с отсутствием шпагата у Екатерины и в связи с тем, что руки не были подняты над головой во время вращения. Именно эти 2 черты сложности упущены у ребят, и вместо уровня 4 максимального для этого элемента только уровень 3. Ну и парам дается чуть больше времени, чем, например, одиночникам на том же этапе минута 30 в полуфинале, потому что парам все-таки нужно чуть больше времени для того, чтобы собраться для исполнения своего элемента. И вот он выброс. И выброс Ридбергер очень высокий и с небольшим таким проблемным приземлением, да, но тем не менее удержала Катя этот элемент. И девочкам не очень удобно делать выбросы здесь, на этой арене, потому что здесь есть специфика своя, нету привычных бортиков. И если ты падаешь с выброса, это всегда очень такой катучесть появляется у тебя по льду, и ты можешь вылететь прямо в ноги к зрителям. Страшновато, Страшновато, да. А сейчас спортсмены поменяли девочки. Траекторию захода на выброс из-за этого или делали Ну, я думаю, что во время тренировок корректировки абсолютно точно были внесены. Как и подкрутки, да? Да, и к подкрутке тоже, потому что я видел, что они с такой большой скоростью это выполняли, чтобы уместить эти элементы. Ведь Екатерина и Матвей, они очень катучие ребята, говоря так нашим жаргонным языком. Они очень классно катят, у них широкое катание, мощное, скоростное. В этом сезоне прямо смели они всех на своем пути на чемпионате России, ворвались в тройку, вернули себе эту бронзовую медаль после годичного перерыва из-за травмы у партнерши. И в этом сезоне очень классно выглядят. Повзрослели ребята. Вот мы видим, шпагат недостаточный, да, большой, зато какая четкая ловля, партнерша партнера не касается. И хороший выезд. Можно чуть подольше подержать, чтобы оценку получить повыше. Выезд. И вот мы видим выброс Ридбергер и такое небольшое приземление, скажем так, сложное. Со скрежетанием немножечко. Бил конек так по льду, но тем не менее удержала она этот выброс. Молодец, Екатерина. Чекмарева, Матвей Янченков за исполненные элементы набирают. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков в 2024 году были бронзовыми призерами этого турнира. Вот сейчас у них почти 22 балла. И на льду уже одни из фаворитов не только этого турнира, но и всего сезона. И это трехкратные чемпионы России, которые до Нового года отпраздновали свою очередную победу. Александра Байкова, Дмитрий Козловский. Ну вот очень приятно видеть то, что они выполняют чистый каскад, да, который на многих турнирах, на которых они выступали в этом сезоне, был таким небольшим камнем преткновения. Ну, немножко другой у них там был набор, но тем не менее. Но сейчас, если сравнивать с их, скажем так, лучшей формой, все-таки не та синхронность, да, не та четкость в выполнении каскада. Да, немножко так аккуратненько Саша прыгала, и каскад из тройного сальхова и двойного акселя
Я думаю, будут еще судьи даже смотреть по поводу докрута, не докрута, а вот подкрутка 4-го уровня очень уверенная. И этот элемент у ребят вообще никаких вопросов не вызвал. Я думаю, у судей тоже не вызовет, с хорошей надбавкой. В соревнованиях пар позволяется только одна попытка для исполнения каждого элемента, если только этот элемент не четверной. Вот это шикарно. Шикарно, по-другому не скажешь. И посмотрите, какой долгий выезд. Вот это уже мастера. Это мастера, которые умеют подороже продать свой элемент, подчеркнуть, как он выполнен, довести его до логической точки, допеть этот элемент, как мы тренеры говорим. Да, это ты очень круто сейчас описал именно этот выброс, потому что именно такие чувства и возникают от исполнения этого элемента. Эталонно. Ну и, конечно же, чувствуется невероятнейший запас, который позволяет им делать и четверной выброс. Но на четверной выброс они решатся, видимо, только в финале. Да и то, если потребуется. Не знаешь ли ты, как они... Я не знаю стратегию ребят. Я с ними поговорил перед началом турнира. Настроены ребята очень по-боевому. Вот интересно. А вот Аксель все-таки вот поставили вот эту пушку злополучную Саши. И мне тоже показалось, конечно, что немножко не дотолкнулась она здесь. А вот подкрут шикарно. У ребят еще одна большая ответственность на этом турнире. Не только из-за четверного выброса, а еще потому, что им нужно... Это последний титул, которого у них нет в российской действительности. Ни разу они еще не выиграли чемпионат России по прыжкам. Это первое. А второе, у Станислава Морозова, у их тренера, сегодня день рождения. И с чем мы его, конечно, и поздравляем. А самое главное, что ребята должны ему вот этот подарок, я думаю, преподнести. Потому что такого титула у него тоже нет. Ну тогда Потому что ждать, когда побеждали Волосожар и Траньков, его предыдущие ученики, таких классных турниров еще не было. Да, эти турниры проводятся только в 4-й раз. И, конечно же, это такое нововведение, которое, можно сказать, новая веха в отечественном фигурном катании, в развлекательном бизнесе, в шоу и в спорте высоких достижений. Они набирают 22 с лишним балла. И на данный момент они первые. Так, спокойно, уверенно. А на льду Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Выступали они 2 года назад на этом турнире, были 5-ми. Ой-ой-ой, неожиданно. Да. И уже каскада сегодня у ребят не будет. Падения, к сожалению, у Леши Сальхова. А так даже вот как несинхронные пошли, что пошло не так? Как будто с самого начала. Ребята тоже волнуются, потому что прошлый сезон тоже был пропущен по состоянию здоровья. Юля не могла выступать и, к сожалению, чуть тяжелее им возвращаться было в этом сезоне, хотя на чемпионате России тоже классно выглядела эта пара. А вот на чемпионате России по прыжкам уже как будто бы чуть похуже. Пока. Но еще не все потеряно. Нужно шикарно сделать выброс. А что Юля это умеет делать. Подкрут неплохой, но, как и часто бывает в пермской школе, только 3-й уровень. Нужно... А у них же есть даже четверной в их Да, делали ребята подкрут. четверной, но, к сожалению, выброс клип хорошо. Но, к сожалению, четверная подкрутка, большой риск, много работы, энергозатратно, стоит очень мало. Согласен, но почему тогда не с таким сумасшедшим запасом делается тройной подкрут? Я бы не сказал, хороший подкрут. 4-го уровня сейчас Нет, он получился. будет 3-м точно, потому что точно так же нету ни шпагата, ни рук над головой во время вращения, поэтому это те 2 черты, которых пока не хватает ребятам для того, чтобы получить 4-й уровень. Ну давайте глянем на повтор. Да. Увы и ах. Странная такая была несинхронность, как будто вот у вчерашних дуэтов, да, когда одиночники собрались вместе. Ну, тот и дуэт, глядят, который победил, меня глядят. поразил своей параллельностью. Я как будто бы видел пару очень высокого уровня, которая выступает в парном катании. Да, То, как прыгали правда. Алиса и Андрей, близко, главное, и так в унисон. Но я больше вот, чем, интересно, спровоцирован вот этот разнобой, который у ребят сегодня, вроде же они скатанные. Есть разница в технике, может быть.
прыгнуть, и где-то кто-то может поторопиться, кто-то может, наоборот, дугу перетянуть, и где-то неудобно войти в прыжок. Ну, что-то пошло не как на тренировке, Ну и да. уже получаются какие-то Обидно. сбои. Обидно. И Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Всего лишь 15 баллов. Это, конечно же, сильно меньше, чем у их конкурентов в этой группе. И на льду сейчас окажется следующая группа участников. А турнирное положение таково, что впереди Байкова и Козловский. Представляем пары, которые выходят на разминку. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Разрешена трехминутная разминка. В этой группе две чемпионские пары. У нас в 24 году Елизавета Осокина и Артем Грицаенко выиграли турнир по прыжкам. И в 25 году они были вторыми. А в 2025 году первыми были Анастасия Мишина и Александр Галямов. И эта чрезвычайно титулованная пара будет открывать соревнования во второй группе участников. А есть ли у Анастасии Мишиной и Александра Галямова четверные какие-то элементы, которыми они, может быть, на таком турнире могли бы блеснуть? Или нет смысла для таких метров рисковать четверными? Ну, обещали ребята показать четверной выброс на этом турнире. Обещали, Посмотрим, да. Посмотрим, насколько это у них получится. Я видел на тренировке неплохие попытки этого элемента. Подсмотрел, скажем так, за тренировкой ребят. То есть выброс видно, что работают, видно, что хотят делать. Посмотрим, получится ли сегодня. И будут ли они его делать вообще, в принципе, потому что может и не понадобиться. Мария Петрова и Алексей Тихонов на ваших экранах и на огромном экране, который установлен здесь, на этом стадионе. Им отдельные также аплодисменты от публики, а все спортсмены из школы «Нашей надежды» в такой единой цветовой гамме выступают. Их легко отличить на этом турнире. Последнюю будут выступать Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Чем взяли 2 года назад Елизавета и Артем на этом турнире? Чистотой или многооборотистыми элементами? Ну, здесь такая сетка турнира, которая меняется, каждый год меняется. И я, честно говоря, там уже не помню всех перипетий того парного турнира. Но абсолютно точно ошибались лидеры. То есть ошибались лидеры, и ребята свою работу делали более или менее хорошо, потому что бывшая одиночница сильная, катается с очень хорошим парником, поэтому теперь она уже парница, она уже даже не любит, когда я вспоминаю, что она одиночница, но тем не менее у нее Мы очень все равно хороший вспоминаем. бэкграунд в одиночном катании. И ой-ой-ой, сказал я это, и на наших глазах очень такое неудачное падение было у Лизы. Ну вот, если говорить про турнир одиночников, то как и у мужчин, так и у женщин все-таки элементы ультра-си, видимо, это залог победы на турнире. А в парном катании есть ощущение, что все-таки чистота в приоритете. Ну, я думаю, что в одиночном катании то же самое. Например, вчера, когда Евгений Семененко допустил ошибку на последнем каскаде, сделал только двойной сальхов. А могли ребята, Андрей с Алисой, могли спокойно пойти прыгнуть, например, тоже тройной и там напрыгать через Олер Сальховый. Но они не отступили от задуманного, пошли Для на риск. исполнения И элементов на лед получилось, что выиграли в одну приглашается калитку. Анастасия Мишина, И на льду Александр Анастасия Мишина, Галямов. Александр Галямов. Их набор элементов на все про все 1,5 минуты. Очень сосредоточенно ребята заходят на первый элемент.
Молодцы, молодцы. Ну, на опыте, на Да. опыте. Повело немножко Настю после Сальхова, но справилась она и действительно на опыте, на мастерстве. Очень хорошо прыгнула двойной аксель. Практически без Тройная паузы подкрутка. пошли на подкрут. И теперь немножечко отдохнут для того, чтобы собраться для выброса. Есть такая Да, не возможность. хочу, Еще не 50 хочу секунд. выглядеть ангажированным, но, как мне показалось, немножко похуже они подкрутку выполнили, чем Байкова-Козловский. И вот даже Михаил Коляда, который с нами рядом сидит, кивает, что да, действительно, потому что не такой большой, скорость не такая большая, и высота тоже Ну, была не с очень. тобой согласны и судьи, как мы видим по оценкам, которые находятся в левом верхнем углу экрана. Ну, с выбросами у ребят вообще никогда нет проблем, поэтому... Ну, тоже кивнула Ну, немножко. кивнула, это... Я не думаю, что это будет отражаться как в минус. То есть это Ну, будет не всё в равно минус, плюсовой. конечно, но просто, может быть, не тот плюс, которого хотелось бы сразу. Да, интересно, какие будут оценки, потому что вот эта кушка на акселе у Саши, и сейчас тоже подкрутка чуть-чуть по плюсам пониже будет, и выброс похуже был тоже, чем у Байкова и Козловского. Посмотрим, кто... Это их немножко уравнивает, скажем так. В четвертьфинале... Совсем ой, небольшое в будет расхождение в В баллах. полуфинале все оценки, которые будут получены, они и в финале также будут иметь значение, потому что все оценки суммируются. А в финал у нас пройдет только 3 пары. 3 из 6. Тамара Николаевна. Я очень, да, внимательно, так же, как и Тамара Тоже Николаевна, кивнула. слежу за элементами. Ну и вот выброс флип. Ахан, еще и касание рукой. А было оно? Да, оно было, но вот судьи не заметили. Судьи отплюсовали этот элемент, а вообще... Ну, а потому что оно было прямо за ногой партнера, мне кажется. Ну, в касании спрятали, его да, было спрятали. не Но видно. вообще даже ошибка нам. это такая грубоватая, скажем так. Но, тем не менее, полуфинал — это все-таки первая проба пера, и можно все-таки попасть в тройку, да, и выйти в финал. Это самое главное на данный момент. Они сейчас вторые, совсем чуть-чуть отстают от лидеров. Анастасия Мухартова, Кто Дмитрий сможет их Евгеньев. обогнать или нет, мы увидим сейчас. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев начинают свое выступление с подкрута. Это бронзовые призеры прыжкового турнира прошлого сезона. Да, там они прямо из-за золота могли бороться, но судьи так предпочли больше опытных Мишину и Галямова, и ребята только с бронзой остались. Но, тем не менее, очень уверенно выглядели, и даже Транелуц параллельно и прыгали. Подкрутка, да, была, она у них не самая амплитудная, третьего уровня, но, тем не менее, очень четко была исполнена. Что же нас ждет во время исполнения каскада? Сальхов шикарно. И двойной аксель. Очень параллельно. Пока это Супер. лучший каскад за сегодня. Как красиво, как синхронно, какой ритм. То есть после прыжка вот они ровно выдержали определенный интервал временной, чтобы сделать второй прыжок. Это Как очень один человек эффектно. выполнили этот Да. элемент. Если не найдут никаких недокрутов техническая бригада, то пока мне этот каскад понравился по параллельности, по расстоянию друг от друга партнеров. Очень здорово сделан был. Ну и выброс Ридбергер Ого-го! тоже без проблем. Вот если разобрать этот выброс в плане пролетности или высоты исполнения, вот у меня было ощущение, что он такой довольно-таки высокий, но не было той пролетности, которая отличает У этих шикарные выбросы. ребят совсем другие плюсы. То есть у них, да, у них нет амплитудных подкруток и выбросов, но они катаются как один человек. У них очень классный конек. Я думаю, что вот эту пару как раз Михаил Коляда бы легко мог комментировать. Ему даже не нужно разбираться в парных элементах, потому что в катании он у нас сам был мастером и разобрать может по-мастерски. И вот их как раз нужно разбирать с точки зрения владения коньком, какие у них классные дорожки, как они, как кошка, вот мягко катаются. То есть у этой пары немножко другой путь, скажем так, в отличие от других. Ну, то есть получается, что на прыжковом турнире именно с их выбросом у них меньше шансов победить, чем у других пар.
Ну, не настолько меньше, потому что выброс-то все равно здорово был выполнен. Ну, видишь, просто оценки 0,67. И без касания рукой Я вот льда, думаю, например, как у это суперчемпиона. правда. 0,67 просто не очень высокие оценки. Я пытаюсь понять, ну, почему. Ну, потому что вот чисто сделанный элемент, он всегда лучше, чем элемент, сделанный пусть небольшой, малюсенькой, но ошибкой. Но в то же время можно сделать огромный амплитудный элемент. Например, почему отплюсовали судьи Мишина и Галямову? Потому что выброс огромный, большой, с хорошей скорости, с большим пролетом. И вот этот плюс, один минус убирают, а он все равно в плюсовой остается. А если у тебя мало вот этих положительных качеств этого выброса, то и ты делаешь ошибку, то он сразу же в красную зону уходит. И с 19, почти 20 баллами они оказываются... Там еще и недокрут, мы обратили внимание, есть. Да. И они на 4-м месте не попадают в финал уже прямо сейчас. Окончательный состав финала определится через несколько мгновений после выступления Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко. Первое место 24-го года, второе место 25-го на прыжковом турнире. Ну, это супер, это хороший, очень подкрут. Лучший за сегодня, Серьезно? абсолютно точно, потому что это и шпагат, и ловля, и шаги, все здесь было сделано. 4-й Почти 2 уровень. балла от плюса от судей. Да, Шикарно. здорово выполнили этот элемент. Огромную скорость набрали для выполнения каскада. Ай-яй-яй, ошибочка. Да, каскад, к сожалению, ребята потеряли. Да, за прыжковый элемент будет очень невысокая оценка. Ну, теперь Лизе нужно просто сделать шикарнейший выброс, как она это умеет. У них выбросы, особенно флип, это прямо произведение искусства на льду. Ну, вот так вот. Легко, изящно, со значением. Да как же так с прыжочками-то? Обидно, обидно. Хорошие были шансы у ребят. Поддерживает публика Елизавету и Артема. Ну что, не будет эта тройка, да? То есть тройка у нас останется неприкосновенной. Да, и интересная такая будет борьба, потому что и не блестящие Байкова-Козловский выполнили не как они могут свою часть, потому что Аксель был, ну, каскадик такой был на тоненького, и Аксель недокрученный у Саши. А Настя с Сашей допустили небольшую ошибочку на приземлении с выброса. То есть по маленькой ошибочке обе допустили пары наши лучшие. Тут пока все ровно, да и отрыв там совсем никакой роли не играет. Я имею в виду первого от второго места. И вот мы видим, да, троечка двукратная после приземления с тулупа. Повело так немножко, плечи отпустила Лиза и не смогла удержать дугу назад. И после этого и Аксель тоже не получился. Только один оборот, даже не один, мы называем это перекидной. То есть это просто как будто перешла с хода вперед на ход назад. Это даже прыжком не назвать, поэтому... Увы и ах. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко за исполненные элементы набирают 16,58 балла. Это почти По итогам 17 полуфинала баллов. пара занимает Ну пятое место. Они на 5-м месте, а впереди Байкова-Козловский московская пара, затем Мишина-Галямов это питерская пара и 3-е место у Чекмаревой-Янченкова. Есть! Мы разобрались с полуфиналом. Это была настоящая битва характеров. К сожалению, турнирная сетка неумолима. 3 пары, увы, сходят с дистанции. Это было достойное выступление, но сегодня ваш путь на чемпионате заканчивается. А тех, кто прошел финал, мы поздравляем и просим не расслабляться. Главное испытание еще впереди. Именно эти 3 пары разыграют 3 медали. А вот как распределяются места на данный момент. И мы узнаем это прямо сейчас. А пока зафиксируем результат. Внимание на экран. Итоговая таблица полуфинала пар.
Финал проходит под ваши аплодисменты. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Буквально через несколько минут они выйдут выполнять свои прыжки уже в финале. И вот они, элементы, исполненные участниками полуфинала в личном турнире по парному катанию. Да, прямо подиум чемпионата России этого года. Да, Все состав три пары великолепный. именно в таком порядке и были на чемпионате России классическом, а вот теперь и на прыжковом, пока так. Но очень маленькие отрывы у лидеров от второго и третьего места, поэтому все еще вся борьба впереди. И вот на наших экранах наши самые-самые титулованные на этом чемпионате парники. Это Анастасия Мишина, Александр Галямов. Они бронзовые призеры чемпионата Олимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, многократные чемпионы России, уже настоящие легенды парного катания нашей страны. С таким сложным сезоном, но еще в борьбе за чемпионство здесь, в прыжковом чемпионате. Вот и все три их элемента. Здесь вам и каскад, и подкрут, и выброс, который, наверное, не позволил в лидеры ребятам пока вырваться. Но, тем не менее, все равно судьи очень высоко оценили этот элемент, и я считаю, что правильно сделали. А здесь уже чемпионы России этого года. Люди, спортсмены, которые очень стремятся последний для себя титул в российском фигурном катании наконец получить. Александр Байкова и Дмитрий Козловский тоже не абы кто, а многократные чемпионы России, чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, участники Олимпийских игр. Тоже ребятам есть чем гордиться и чем гордиться их болельщикам. Выброс был сегодня супер флип.